So we are encouraged, to see that whatever is coming from the environment, it is to help me adjust myself to come to some higher level of understanding. И при таком взгляде мы можем прийти к пониманию, что все, что приходит ко мне извне, из окружающего мира, предназначено для того, чтобы помочь мне измениться внутри. Or in the words of one of our teachers, we will try to see that every wave is favorable. Или, выражаясь словами одного из наших учителей, мы научимся видеть, что всякая волна несет благо. And actually, we will discover that if we begin to reciprocate in a positive way with whatever is coming from the environment, then we will actually be in a position to exert the greatest influence on the environment. И кроме того, мы можем обнаружить, что когда мы будем откликаться положительным образом, то есть отзываться на обстоятельства, что приходят к нам из окружающего мира, то тогда, как следствие, мы научимся в еще большей степени влиять на эти обстоятельства вокруг нас. This is actually a very powerful and dynamic way of dealing with the environment. На самом деле, это очень мощный и динамичный способ взаимодействия с миром. One example that comes to mind is the example of Jesus. На ум приходит пример Иисуса. That our Gurudev Srila Sridhar Maharaj, he spoke about this. Наш Гурудев Шилачтар Махарадж однажды говорил об этом. That when Jesus was being taken to the cross, then there was a great crowd on either side of him. Когда Иисуса вели на крест, то с обоих сторон от него собралась большая толпа. And Jesus, he was walking straight ahead to where the crucifixion would take place. И Иисус шел прямо, шел к тому месту, где должно было свершиться распятие. And at a certain point in the crowd, Judas was standing there. И в какой-то момент в толпе он заметил Иуду. And just when Jesus reached that point, he looked straight into the eyes of Judas. И, проходя по этому месту, Иисус внезапно взглянул в глаза Иуде. And we're told that at that moment, when Judas received that glance from Jesus, he became like a madman. He was holding a bag, a sack of some gold or silver. He put it down, he went flying away. И говорят, что в этот момент Иуда словно сошел с ума. То есть он потерял рассудок, он бросил тот кошелек с серебром, что у него был с собой, и немедленно бросился прочь. And Srila Sridhar Maharaj, he expressed his opinion about what it was in Jesus' expression that sent Judas running like that. И Шрила Шридар Махарадж выражал свое мнение о том, что же, как он считает, было заключено в этом взгляде Иисуса, который заставил Иуду броситься прочь. And he said that it was his feeling that Jesus' expression was not one of accusation, anger, betrayal. И он утверждает, что во взгляде Иисуса не было осуждения, не было попытки обвинить его, не было разочарования в предательстве. But rather, Jesus gave him a look of deep love. Скорее, Иисус взглянул на него с глубокой любовью. Not only that, but Jesus' feeling was that it is not that you are the bad one in this situation, but rather I have used you. Более того, взгляд Иисуса словно говорил, на самом деле, в этой ситуации это не ты поступил дурно, скорее, мне кажется, что это я использовал тебя. So you please forgive me. Поэтому ты, пожалуйста, прости меня. Because by your act of betrayal, your name will be black for all of history. Ведь из-за твоего предательства твое имя станет очернено на все грядущие века. But my name will be so much brighter because of that. А мое имя, благодаря этому, станет гораздо ярче. So you are thinking you have used me, but actually I have used you. Поэтому ты можешь думать, что ты использовал меня, но на самом деле, мне кажется, скорее я использовал тебя. So in the words of Srila Sridhar Maharaj, it was like an exchange of betrayal for love. Love for betrayal. Judas, he betrayed Jesus. But Jesus, he only expressed love in return for that.
И по словам Чилачитара Махараджа, это был словно обмен любви, предательства на любовь. Ведь Иуда предал Иисуса, но в ответ он получил от Иисуса только любовь. And that expression, that feeling, that mood of Jesus was extremely powerful. It drove Judas mad. I've behaved in such a despicable way, but you are giving love to me in exchange. И это настроение Иисуса, этот его взгляд обладал колоссальной силой. Ведь он, по сути, обращаясь к Иуде, сказал: «Хоть ты и поступил столь мерзким, гадким образом, но я не виню тебя». So in the same way, if we will begin to act in this way with the environment, that, I need to adjust myself, that I need to reciprocate in a positive way with the environment, then we will find that is creating the greatest change. Поэтому, если мы сумеем взаимодействовать с окружающим миром подобным образом, пытаться принимать все изменения окружающего мира, то это, в свою очередь, позволит нам в наибольшей степени на самом деле влиять на окружающий мир. And that mentality will change ourselves for the better and change everyone we come in connection with also. И это настроение позволит нам не только самим измениться в наибольшей степени, но и поможет изменить других. And another point we can make about this question is that for whatever change, whatever better change that we want, it will need to be based on some higher source, some higher example, you can say. Еще один момент, связанный с вашим вопросом, это что, когда мы хотим измениться, нам следует искать высший источник, который станет опорой нашего изменения. So what I mean, is, so let's say, for example, somebody wants to be a better football player. О чем я говорю? Давайте рассмотрим пример. Допустим, кто-то хочет стать более хорошим футболистом. Then in order to become a better football player, they're not going to interpret themselves what it means to be a better player. И для того, чтобы стать более лучшим футболистом, они, с одной стороны, могут для себя пытаться прояснить, а что я хочу сказать, когда я говорю «более хороший футболист». But there's already some particular standard that is given by more advanced players about what it means to be a better football player. Но лучше, если они обратятся к мнению более опытных, более продвинутых спортсменов, которые уже заранее дали очень ясные критерии, что это означает быть более успешным, более хорошим футболистом. So in the same way, I'm talking in terms of spiritual advancement. So what I'm saying is that if we want to make some change for the better within our spiritual development, then we want to look to some higher source of knowledge. Что я хочу сказать, поскольку мы говорим о духовных изменениях, то когда мы хотим измениться к лучшему, то лучшим для нас будет стараться найти какой-то высший источник, который подскажет нам, а что именно это означает стать лучше. Not something that we just make up by ourselves. Чтобы это не было просто каким-то решением, выдуманным нами. But our attempts for progress will be based on truth that is descending from a higher plane. Но скорее наше стремление расти будет основано на нисходящей истине, что нисходит из высшего мира.